Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня поговорим о наших денежках. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Всех, кто надо, уже здесь. Шампанского! Европе нужны огромные средства для финансирования своего развития, и для этого хотят привлечь пенсионные накопления и банковские вклады граждан. США под предводительством Дональда Трампа активно привлекают капитал и бизнес, предлагая масштабные налоговые льготы. Китай стремительно укрепляет свои позиции. Технологический прорыв идет семимильными шагами вперед. В этой динамичной среде Европа явно пробуксовывает. Европа остро нуждается в рывке. Необходимо сокращать разрыв в конкурентоспособности, продолжать энергопереход и снижать зависимость как в экономике, так и в обороне. Цена вопроса колоссальна. Бывший глава Европейского Центробанка Марио Драги посчитал, Европе нужно ежегодно по 750-800 миллиардов евро дополнительных инвестиций. К тому же на июньском саммите НАТО европейские страны, за исключением Испании, взяли на себя обязательство довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. А где деньги, Зин? Как это все финансировать? Один из вариантов – создание сберегательного и инвестиционного союза, Евросоюза. В Европе треть всех накоплений – это наличные деньги и депозиты. В США наличных и депозитов всего лишь 10-я часть. Американцы давно несут деньги на биржу, в фонды и в акции. А Европа по старинке складывает деньги под матрас. Теперь идея такая: давайте будем как американцы. Пусть все люди вкладываются в экономику через инвестиции и пенсионные фонды. Европейский Центробанк говорит, если бы это заработало, то можно было бы высвободить до 8 триллионов евро. Драги даже советует пустить в дело пенсии, то есть инвестировать в средства государственных пенсионных фондов. Звучит, конечно, амбициозно. Но тут нюанс. В Европе пенсии в основном государственные, а в США нужно самому подсуетиться, чтобы на пенсии жить, а не выживать. Вообще считается, что в Европе традиция. Государство решает, что, где и как. А в США каждый сам себе инвестор. Но пустить в дело сбережения европейцев одного призыва мало. Нужно сделать инвестиции понятными, простыми и безопасными. А не так, что ты решил купить индексный фонд, а в итоге случайно вложился в какую-то криптобиржу где-то в Нигерии. Для начала нужно максимально упростить и сделать привлекательными инвестиции в ЕС, а также развивать добровольные дополнительные формы пенсионных накоплений. Капитала в мире и в Европе хватает. Вопрос в том, найдет ли Европа достаточно интересных и прибыльных объектов для инвестиций и создаст ли подходящую среду. А куда мы можем вложить деньги уже сегодня? Об этом в следующем сюжете. Статистика Финляндии, да, и многих других стран подтверждает, мужчины гораздо чаще инвестируют, особенно в акции и фонды, чем женщины. Почему так происходит? Ну, есть несколько причин. Исследования показывают, что женщины, как правило, более осторожны и менее склонны к риску, когда дело доходит до денег. Женщины чаще кладут деньги в чулок или на сберегательный счет, где инфляция подъедает вклад, а мужчины вкладывают в фондовый рынок. И вуаля! На финише у мужчин дивиденды и суперкар, у женщины деревянная копилка и велосипед. Пора прекращать эту порочную практику. Сегодня каждый из нас может инвестировать деньги, чтобы деньги к деньгам.
Но с чего же начать в Финляндии, особенно если бюджет ограничен? Не беспокойтесь, для этого не нужны миллионы или экономическое образование. Можно начать с малого. Вам не нужно сразу вкладывать большие деньги. Многие платформы позволяют начать даже с 15-20 евро в месяц. Главное – начать и делать это регулярно. Куда же вложить небольшие деньги в Финляндии? Прямую торговлю с акциями мы рассматривать не будем, там нужны знания. Обратим наш взор на индексные фонды EFT. Идеальный вариант для новичков и тех, кто хочет начать с малых сумм. Индексные фонды EFT – что за зверь? Это готовая корзина акций или облигаций, которая отслеживает определенный индекс. Например, индекс финских, шведских, европейских, американских или мировых акций. Покупая пай в индексном фонде, вы сразу инвестируете во множество компаний, что обеспечивает отличную диверсификацию. Почему эти фонды подходят для небольших сумм? EFT имеют низкие комиссии. Вы можете купить всего одну небольшую долю EFT, а ее стоимость может быть от нескольких десятков до сотен евро. Можно настроить регулярные автоматические покупки на фиксированную сумму в месяц, например, 20, 30, 40, 50 евро. Где купить? Через финские банки, такие как Nordea, Osuuspanki, Danske Bank, S-банки или через брокерские платформы, такие как Nordnet. Давайте рассмотрим конкретные примеры на брокерской платформе Nordnet. На этой платформе такие же гарантии, как и у европейских банков. Ваш вклад застрахован на сумму до 100 тысяч евро. Сразу оговорюсь, что кроме собственных вложений у меня никаких партнерских связей с Nordnet нет. На их сайте есть хороший раздел «Школа инвестора». Там можно получить общее представление об инвестировании. Рекомендую ознакомиться. Итак, посмотрим конкретные фонды. Первый пример. Индексный фонд Vanguard C&P 500. Он отслеживает индекс C&P 500, который содержит акции 500 крупнейших компаний США, в том числе Apple, Microsoft, Amazon, Google и многие другие. Инвестируя в этот фонд, вы, по сути, становитесь совладельцем сотен мировых гигантов, не покупая каждую акцию компании по отдельности, а беря пай сразу в готовой корзине. Как ни крути, но акции компаний США в большой цене. За 3 года рост 41%, за 5 лет 88%. Комиссия за управление 0,7%. Это практически ничто. Что это значит на практике? Например, если вы купили пай 1000 евро в этом фонде, то в год вы будете платить за обслуживание всего лишь 70 центов. Но за управление это мизерная сумма. Пример второй. Фонд Nordnet USA. Комиссия за управление 0,25%. Доходность за 3 года 46%, за 5 лет 100%. Минимальный взнос 15 евро. Пример третий. Фонд Handelsbanken USA. Комиссия за управление 0,2%, доходность за 3 года 50%, за 5 лет 93%. На Nordnet можно настроить автоматические ежемесячные покупки. Надеюсь, я вас вдохновила. На что обратить внимание? Ну, во-первых, сравнивайте комиссии за управление фондами, торговые комиссии за покупку и продажу, возможно, ежемесячные платы за обслуживание счета. Чем ниже комиссии, тем больше денег в свой карман. Налогообложение. За налоги не волнуйтесь. Налоги автоматом отшкурят при продаже пая. Не волнуйтесь. Прибыль от инвестиций в Финляндии облагается налогом на прирост капитала от 32 до 34%. Готовьтесь играть в долгую. Инвестирование – это марафон, а не спринт. Лучшие результаты достигаются на длительном горизонте. Это 5-10 лет и более. Так это сглаживает рыночные колебания. И главное, инвестируйте только деньги, которые вы готовы потерять. Иногда рынки идут вниз, но до сих пор они каждый раз восстанавливались и снова росли. Ну, от наших личных кошельков вернемся к нашему общественному кошельку. Финляндия выходит из Оттавского договора, запрещающего противопехотные мины. Парламент проголосовал за это 19 июня. Зачем это?
Ну, говорят, чтобы защитить границу от России. Хотя исследования показывают, что противопехотные мины в этом деле помогают примерно никак. Противопехотные мины калечат людей, но не останавливают танки. Танки останавливают противотанковые мины, применение которых Оттавский договор не ограничивает. То есть средства для сдерживания бронетехники у Финляндии есть и без выхода из договора. В качестве аргумента за выход часто упоминается тактическое преимущество. Однако военные исследования показывают, что противопехотные мины вообще почти никогда не меняли исхода войн. Например, в Кувейте Ирак расставил более 9 миллионов мин. Американцы прошли через них за 2 часа, и ни один солдат не погиб, в отличие от множества гражданских водителей. Противопехотные мины несут огромные гуманитарные и экологические риски. От мин больше вреда, чем пользы. Они создают ложное чувство безопасности у обороняющихся, требуют много ухода, не подходят для длительной защиты, а с учетом развития дронов и современных технологий разминирования, мины не способны эффективно замедлять продвижение наступающего противника. Так зачем же Финляндия хочет вернуться к минной классике? Есть одна версия. Эффект устрашения. Типа, если ты готов заминировать собственную территорию, то враг дрогнет. Все это подается как важный шаг ради безопасности. Хотя сами военные в Эстонии и Латвии говорят, что противопехотные мины им не нужны. Документы, на которых основано финское решение, засекречены. Классика. А как же демократия, прозрачность, обсуждение? Дело государственной важности. Так что пока финнам режут соцрасходы из-за трудной экономической ситуации, нашлись деньги на закупку мин, которые не отличают врагов от друзей, детей от солдат и танки от лосей. Ну и на пасашок полюбившаяся многим очаровательная испанка Нурия скажет несколько слов о русском языке. Приятного просмотра. Всем пока!